солнечный денек и самое время для обзора кроссовок от Puma City Map Rider Out. Вот такие вот олдскульные кроссовочки с дизайном и силуэтом 80-х годов. Коллекция весна-лето 22 года. Уже прошел год с момента их выпуска. Сделаны они во Вьетнаме. Из названия уже можно понять, что по сути нам намекает, что это лайфстайл на повседневку, то есть такой покоритель городских улиц. Вот. И они в целом достаточно комфортные на более теплую, сухую погоду. И подойдут очень многим людям, в принципе, потому что верх он средний, он не узкий, он не супер широкий какой-то. И по дизайну они должны понравиться тоже разным возрастам, как людям постарше, так и молодежи. Это очень прикольный дизайн, на мой взгляд. По верху основные материалы здесь очень похожи на замшу. Вот это тканевая серая ворсистая такая часть на носочки и на пятки. По факту оно очень похоже на замшу, на мой взгляд. И разницы особой даже на ощупь я не ощущаю. Но производитель указывает, что это именно текстиль. Эко-материалы — это вставочка на носочки, тоже чуть выше, в районе шнурочков, форм-стрипы и также в районе пятки. Натуральных материалов здесь как таковых нет, все искусственно или идет вот как ткань, тоже, которая занимает здесь большую часть. Достаточно такая плотная, не знаю, плотный текстиль, в общем. Он не как сетчатый, продувается где-то на 50%. Есть также ткань темно-синего цвета под форм-стрипом, тоже как получается третий материал здесь. Вот. По брендингу имеется надпись Puma, форм-стрипы с внешней стороны, кошечка, ну и также надпись Puma на самой подошве, а также Rider Match Quality, когда основана компания и всегда быстрее. Есть также, как я вот не понимаю, оно похоже на рефлектив, но оно будет освечиваться ночью, будет видно, хотя кроссовки и так достаточно яркие. Вот, но тоже запишем плюс, будет лучше вас видно. Допустим, нейлоновый язычок, под которым открытый поролон. Еще тренд задали кто-то Nike, Adidas, Puma. Все сейчас делают, в некоторых моделях, конечно же, не во всех открытые. Ну, что-то в этом есть, тоже подчеркивает дизайн, какая-то олдскульность присутствует, наверное. Вот, я минусы записывать не буду. Теперь заглянем внутрь. Внутри идет текстильная подкладочка. Там ткань, она, конечно же, не такая же, а имеет более мелкую структуру, более скользкая. Везде повторяю, что это, по сути, для прочности, для комфорта. То есть такой подносочек. До средней части, как обычно, идет обычная подкладочка, средне наполненная, синтетическая. Минус то, что, на мой взгляд, она белая, она немножко затрется, если, не дай бог, в них выйти в дождь. Хотя здесь и сам белый цвет сверху, то он может запачкаться. Но, в принципе, к этому нужно быть готовым, это ожидаемо. Вот. По комфорту внутри претензий к ним нет, мне в них очень удобно. Теперь ярлычок здесь с указанием размера и прочей информации находится именно на язычке сбоку, вшитый, завернутый. Это 42 по евро, 27 сантиметров. Вот. Опять же, тут написано, где произведены. И сейчас мы посмотрим еще партия. А партия 09-21 аж были сделаны. Так, стелечка Soft Foam, но она такая более, что ли, тонкая и менее упругая. Такая Puma лого, очень много на ней. Что приятно и прикольно, здесь внутри под этой стелькой идет такая тканевая основа, очень аккуратно проклеена, она такая мягкая, что мне кажется, даже если стелька бьется или там надоест вам, даже если вы прогадаете с размером, берете стельку, они станут больше. Так, по приколу, то они, в принципе, подойдут более чем. Еще как бы за счет того, что подошва идет более тонкая, чем сам верх. Тут идет такая небольшая супинация. Она ощущается, но не сильная, такая слабенькая. Вот. Теперь подошва. Здесь имеется, если идти от верха к низу, типа вставочка вот такая интересная формы, напоминает немного лего конструктор. Вот такой спойлер своеобразный. Не знаю, несет ли это только дизайнерский характер. Наверное, немножко и стабилизации добавляет.
Ну, смотрится очень стильно, прикольно, на мой взгляд. Скругленная пяточка идет немного, такая выступающая. Вот, подошва не просто гладенькая, а еще имеет такую как бы ступеньку. Точечный рисунок серенький нанесли на него. По мягкости эта пена, ну, ниже среднего, честно говоря. Она более такая напоминает Смева и Мева, не знаю. Везде повторяю, что это, наверное, одно и то же. На прожимистость пальцем, если брать даже саму стельку основную, которая здесь проклеена, не прошита, прошу прощения, они не очень мягкие. Со стелечкой Soft Foam, да, они уже как бы, она дает ощущение мягкости. Если тут на прожимистость, то, ну, очень-очень слабо реагирует. Достаточно толстый слой подметки, рыжий, то есть это такой каучук, наверное, с таким рисунком ярко выраженным, тоже это всякие там кружочки, надпись Puma, полоски. Вроде не поскрипывает и достаточно устойчив на любых поверхностях. Плюс по дизайну очень прикольно выглядит. Вот это, пожалуй, все, что можно сказать про верх, внутренние есть основные особенности. Я очень много записывал видео на кроссовки райдеры от Puma. Их очень много вариантов. Из кожи, не кожи, там по материалам, по цветам, различные там коллаборации. И эта уже модель, скажем так, довольно хорошо засела в сердцах многих людей. И у меня тоже. Так, примерим. Даже не шнуруясь. Достанем бумажки. Вот только минус, видите, стелька немножко съезжает. Не, тут не наживили, что хорошо, в принципе, потому что в некоторых моделях их приклеивают, и когда ты их отдираешь, можно оставить часть стелечки на основной прошитой. Так, уберем коробки. Вот. Смотрится достаточно стильно. На мой взгляд, под стиль casual, кроссовки, вот такие джинсы, под спортивные штаны, все очень даже подходит. В них очень комфортно, потому что здесь как бы и текстиль, ну вообще в многих райдерах достаточно комфортно, но в этих ты их вообще практически не ощущаешь. Заломы не будут оставаться, потому что все эти материалы, они мягкие, они гибкие, то есть не будет никаких, я думаю, проблем. Проблема только будет с этим вот цветом. Если попасть в дождь, то этому всему будет просто капец. Особенно если будете быстро идти, и пятка будет забрасывать воду с грязью.